Доброго времени суток. Сегодня посмотрим всего одну позицию из творчества Вячеслава Костевича в Лидрафсе. Сначала она меня привлекла стандартные достаточно, но красивые вот идеи, которые часто встречаются у меня в видео, но потом я посмотрел глубже позицию, и тут достаточно множество идей, которые я советую вам все-таки посмотреть. Обострил игру вот таким кодом, АБ4 в принципе, но я не думаю, не столько обострил, но может даже логичный достаточно ход, то есть активировать как-то эту шашку. То есть идея простая сейчас. Естественно, на эту идею никто не попадается. Давайте посмотрим наиболее типичные вот здесь вот идеи за белых. И я думаю, что вот из этих идей надо выбирать. Бой. Почему выбирать? Кто-то скажет, надо уже было посчитать. Нет, это блиц был. Это блиц был, это лидрафс, понятно, это блиц. И поэтому здесь посчитать что-то можно посчитать, но все вы за 2 минуты не посчитаете. По-моему, не по 2 минуты играется. По 2 минуты за все не посчитаешь. Надо какую-то определенную позицию выбирать и ее играть. Вот это первый момент. Кому интересно, естественно, тот посмотрит, потому что позиция, я говорю, что очень интересная. А вот GH2 очень интересный ход. Мне очень понравился. Почему? И это чисто вот моя, не компьютерная мысль, чисто моя была. Вот, здесь как ходить в этой позиции, если то получается вот, и непонятно, что делать черным. Вот в этой позиции. Далее. Так. Что я хочу еще сказать. Черным нужно было делать неожиданно вот этот вот ход. И на это вот такое продолжение здесь. На CD2 вот такая вот мысль. С угрозой. Ну, то есть, если закрываться, то, естественно, вот так вот. Причем здесь надо, скорее всего, белым играть. То есть, закрываться, видите, хотя лишняя шашка, но будет связка нехорошая. Тут надо смотреть, куда вообще черным ходить. Скорее всего, играть вообще надо вот так вот. Но это ничейная, естественно, позиция. Так. Дальше. Что я хочу дальше показать. Момент с боем назад, то есть, конечно, вот эта комбинация, но вот мне нравится больше вот это вот продолжение. То есть, идея, мысль какая? Сюда и провести вот эту комбинацию. Естественно, что BC3, вот этот ход к BC3 не надо делать. Надо ход делать FG3, вот он как раз, то есть, спасает. Надо проводить. Почему? Потому что, кстати, вот интересная мысль у меня появилась сейчас, вот только вот сейчас вот мысль появилась, DC3, и все-таки надо бить на D6, да, почему? Потому что на D6 у белых лишняя шашка, я вам напоминаю, потому что вот на этот ход будет вот эта идея, то есть ее надо учитывать, как-то у меня недавно видео это было, чемпионат Республики Беларусь рассматривал, по-моему, да, чемпионат Республики Беларусь, вот эта идея где-то проходила. Хотя я могу ошибаться, может чуть раньше. Ну, я думаю, что чемпионат Республики Беларусь, потому что я там одно время не делал долгое время видео, тут были свои обстоятельства, почему не делал, но... А так надо вот проводить вот эту идею и ловится дамка, естественно. Позиция ничейная. Вот эти вот мысли. Так, что еще сказать по этой позиции? DC3 было. То есть, надо выбирать между GH2, вот этим GH2 и FG3, вот с этой вот позицией. То есть, в принципе, выбирает выбор, наверное, если особенно в блиц, то есть, надо смотреть, какие позиции ты играл, какую ты думаешь, вот позицию лучше сыграешь. Ну, естественно, что-то успеваешь, какие-то позиции успеваешь посчитать, это тоже очень, очень важно. И до какой-то позиции.
Я уже там чуть не буду далее внедряться. Я сегодня просто почитал, почему я так много разговаривал. Прочитал тоже на эту тему интересные моменты на шахматном канале. Поэтому вот, хочется много рассказать, но не буду. Я там не совсем согласен, но... Так, GH2, GH4. И вот здесь вот был ход CB2. CB2. И вот ход, который мне очень понравился, которых я вот говорю, что позиций очень много на моем канале, с идеей, честно говоря, вот этой вот много на моем канале, BC7. Ну, то есть, наверное, кто-то, вот, я часто напоминаю своим детям, интересная у нас недоигранная партия была, там, Академия Ильича Плакина с Мишей Способом, с моим учеником. И там, ну, там больше гораздо шашек было, то есть, и на эту идею больше комбинаций, там, то есть, там, форсинг полный, конечно, там это, я считаю, что вообще классическая позиция, но вот здесь вот шашек меньше, но идея та же, и идея красивая. То есть, идея какая? CB4 нельзя, и вот эта вот комбинация через дамки. Надо было D5 здесь ходить, ну вот эту вот позицию играть. Приблизительно так, она вот такая ничейная позиция получалась. GH2 было, ну и вот здесь вот надо было играть, здесь сразу хочется HG, и вот эту вот позицию надо было играть. Ну вот, если HG3, то сразу все закончилось, ну на FG3 еще поиграли бы. Не знаю, я даже не буду анализировать, кто хочет проанализировать эту позицию, конечно, позиция нехорошая тут. Так, давайте. А, Б. Ну, FE можно переводить. Кстати, интересно, да, но мысль это не проходит. FE, вот мысль это не проходит. Почему? Вот видите, с жертвой шашки, потому что отдали и... Ну, в общем, кто захочет, посмотрит эту позицию. Так или иначе, надо было проводить, я думаю. Так, а вот FG7 было. И вот здесь еще одна интересная мысль. Конечно, CD4 пошли, и правильно пошли. А вот на B5, смотрите, каким позициям. Кажется, что все нормально абсолютно у черных. Потому что связка должна сработать. Но, как я уже говорил, зона, вот неоднократно акцентирую внимание, в зоне связки, надо считать в зоне связки шашки. То есть здесь 4 шашки и здесь 4 шашки. То есть позиция счетная, непонятно как обернется. А основные вот варианты, смотрите. А, Б, С, Д. И вот сюда, то есть сюда нельзя, потому что С, Д. И на Ж, Ф. Вот это вот мысль основная. Проходит, причем она во многих вариантах очень проходит. Вот это основная мысль. А здесь, если CD, то... Ой, так. Вот, то есть, вот эти вот все варианты... ну это нам уже показывал. Если здесь вот GF6, то уходим просто. И опять сводится практически к этому варианту. То есть, CB6 нельзя. И опять сводится к этому вот варианту. Ну, вот таким образом нельзя играть, а было CD4, ну, здесь я уже не буду анализировать, просто покажу, чем все закончилось, чем все закончилось. Тут, наверное, сразу, может, и не надо было ставить, понятно, что вот того хода нету, вот за этого. Может, как-то B4, давайте попробуем, кстати, я сказал, что не буду анализировать, но давайте попробуем. Может, вот этот вариант будет каким-то образом, да, так вот, мне кажется, поинтересней на это ловля, видите, и тут как-то, да, вот этот надо было вариант играть. Ну вот EF8, ну, здесь вот черные выиграли. То есть можете посмотреть, кому интересно. Тут окончание партии, но тем не менее, я думаю, что в партии очень много было полезных идей. И до новых встреч!